Замена S-образной штанги в Garrett GTI 2500. Многие сталкивались с такой проблемой, что в этом месте ломается штанга S-образная. Кое-кто варит, кое-кто выгибает новые. Я же взял штангу вот ASI 250 новую. Вот еще поролонка от нее. Она подходит в среднюю штангу. Для того, чтобы подходил подлокотник, нужно пересверлить. Одно просверлить, другое пересверлить маленькие отверстия, которые фиксируют подлокотник. Это из таких доработок. Далее вот в это дальнее отверстие вывести провод телефонный этот. Я его не стал рассверливать под штекер, чтобы засунуть, чтобы не ослаблять конструкцию. Просто обрезал один конец, там был провод все равно побитый. А потом пережму клещами, и все, и будет нормально. Еще из доработок. Здесь вот такие два отлива с двух сторон. В этой штанге, в родной, под нее есть отверстия специальные, на которых она и ломается. Вот два штуки. Мы их сверлить не будем Васькиной, чтобы не ослаблять конструкцию, а просто паяльником уберем эти отливы. При помощи изоленты выбираем появившиеся люфты в рукоятке и таким вот образом фиксируем провод изолентой. Собираем ручку. На данном этапе сборки мы имеем вот такую конструкцию. Так как у меня прибор побывал, грубо говоря, в аварии, на него упали, грубо говоря, поломали, то у меня тут добавлены саморезы. И, соответственно, будет блок крепиться по-другому. Выбираем образовавшийся люфт в подлокотнике кольцами изоленты напротив мест, где стягивается с саморезами. Собрали подлокотник. Получается. Сюда я обожму еще штекер. Вот так выглядит прибор после установки блока. Не болтается ничего. И вот, грубо говоря, прибор в сборе. Штанга ASI защелкивается на вторую, получается, отверстие. В итоге после сборки получаем вот такую штуку. То есть вариант рабочий. Ставьте от ASI 250 и 150 S-образную штангу на Garrett GTI 2500. Вот такой вот прибор получился.